Привет, друзья! Мы в аэропорту. Это значит, что Backpack Travel отправляется в новое путешествие. В этот раз мы расширяем горизонты и летим в противоположное от Европы направлении. Наверняка многие из вас задавались вопросом, насколько жарко в Эмиратах не сезон. И вообще, есть ли смысл посещать Дубай в данное время года? В этом выпуске мы проверим на себе и дадим четкие ответы на вышеупомянутые вопросы. А также наглядно покажем, чем там развлечь детей, чтобы было не напряжно, интересно и весело. С вами Артур, Олег, Мира и Милана. приветствуем вас на канале. Backpack Travel. Путешествие начинается прямо сейчас. Подписывайтесь и лайк. О, Олег, ты где потерялся? А я, прикинь, встретил нашего знакомого Жеку, и он попросил добросить его до Дубая. Это видео про Дубай, про счастливые лица девчонок и про Теслу, летящую вдаль. А для рифмы здесь будет котенок. Мы поедем тусить в аквапарк, поглядим на красоты Дубая и заедем в еще один парк, на расходы порой забивая. Мы посмотрим на рыб и животных, побываем в музее крутом. Столько мест в Эмиратах зачетных, ну а отдых все это потом. Сколько стоит, где лучше купить, обязательно будет в итоге. Продолжайте за нами следить, новый выпуск уже на подходе. С нами весело и позитивно, познавательно и смешно. Так что вы скорее подпишитесь и нажмите на лайк заодно. В Объединенных Арабских Эмиратах туристический сезон в основном приходится на прохладные месяцы с ноября по март, когда температура более комфортная. Низкий или не туристический сезон – это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время температура превышает 40 градусов, и в сочетании с высокой влажностью получаем жару, при которой находиться на улице днем, да и ночью вообще не в кайф. Однако в этот период легко можно найти более выгодные предложения на проживание, аренду авто и различные развлечения. Мы прилетели 10 сентября 2024 года, и температура за бортом была 42 градуса. И, к счастью, это был самый жаркий день нашего непродолжительного отдыха. Сразу по прилету мы сели в такси и направились в офис рент-а-кара в Дубае. Конечно. Ну что, детвора, куда мы приехали? Как этот город называется? Мы приехали в Абу-Даби. Абу-Даби. А куда едем мы сейчас с вами? Дубай. Короче, мы приехали в рент-а-кар, и буквально в пути пришла смс-ка, что наша машина забронированная едет в сервис. Что-то не сломалось. Чтобы вы понимали, вот она. Так обидно, вообще четкая машина. Наш кабриолетик. И мы планировали сделать с ней классный сюжет. Но, видимо, сейчас подберем что-то другое, не менее крутое. Погнали. Итак, мы в рент-а-каре. Как вы уже поняли, машина, которую мы хотели арендовать, пришла в негодность. Техника, такое бывает, к сожалению, это случилось прямо перед нами. Ну, с другой стороны, лучше, чем во время нашей аренды, было бы неприятно. Короче, мы пришли с Олегом к решению взять Теслу. Новая совсем машина, Тесла 3-я модель. На электрокаре мы еще не катались, интересный новый опыт, почему нет? Давайте посмотрим, чем заняты остальные отдыхающие, пока я решаю вопросы с машиной. Что вы делаете? Мы играем. Я не чуть-чуть помогаю. Да-да-да. Вот это самый сильный удар. Самый сильный. Короче, будет Тесла у нас. По-моему, всем уже пофигу, на чем мы будем ездить. Походу, будет Фиат у нас. Фиат 500, надеюсь. Пиёв, Макарёк, это удача. У нас будет вот такая вот Тесла. Сейчас покажу. Вот у нас будет такая вот Тесла. Она электронная. Думаю, прикольно будет. Кстати, аренда Теслы стоит дороже, но ребята пошли нам навстречу и отдали ее по цене Мустанга, который был забронирован еще в августе по летней цене. С необходимыми нам опциями аренда авто обошлась в 340 евро за 2 дня без депозита. А мы просили, чтобы нам вместо той выдали вот этот Porsche. Мы сказали, для детей мало места сзади. Такие дела. Забегая вперед, скажу, что подводных камней и проблем никаких не было, так что можем смело рекомендовать этот рент-а-кар.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. Наконец-то добрались до отеля. Называется он апарт-отель Adagio. Он находится не совсем в центре Дубая, но здесь есть свои фишки, приемлемая вполне цена, поэтому мы сюда и приехали. Пойдемте быстро сделаю обзор. Это ресторан, где у нас будет завтра завтрак. Тавтология, ну да ладно. Узнаем, вкусно или нет, соответственно, утром. Итак, наш номер. Погнали. Там большая кровать, здесь диван раскладывается. Кто сейчас будет спать у нас на большой кровати, кто на диване, решим с помощью монетки, как мы это делали уже в Сербии. Вы посмотрели этот выпуск? Так, Орел и Решка. Слышь, Кабан, здесь есть какая-то лампа Аладдина и арабская вязь. Тебе что? Моя лампа. Твоя лампа, хорошо. Моя арабская вязь. 3-2-1. Лампа! Большая кровать достается Кабану и Мирке. Окей. Поздравляю себя. Вот такая у нас здесь терраса. Свой балкончик. Вот он наш отель. Это город. Что еще показать? Пойдем покажу вам спортзал. Итак, спортзал. Кстати, работает 24 часа. Это удобно. Ну, раз в стране проблемы с алкоголем, будем тренить. Если вы приехали в отель и увидели такую проблему, розетка не совсем та, на которую вы рассчитывали, это, кстати, проблема не только в Эмиратах, это во многих странах такой тип розеток. Есть лайфхак. Берем вилку, делаем ее вот таким образом. В верхнюю дырку в розетке вставляем эту самую вилку. Током вас не шибанет, не переживайте, здесь в верхней нет электричества. Затем свою вилку вставляем в две нижних дырки, и получается обычная розетка. Проверим, работает, нет? Лайфхак, пользуйтесь. Доброе утро. Доброе утро. Мы пришли на завтрак. Сейчас посмотрим, чем нас тут будут кормить. О, смотрите, мини-бургеры, прикольно. Вполне годно. Итак, друзья, самая приятная часть нашего отеля – это Infinity бассейн. Кстати, номер здесь обошелся нам всего лишь 96 евро в сутки. Как вы уже поняли, это путешествие организовано в первую очередь для детей. Поэтому сегодня мы едем в аквапарк Аквенчер, тот самый, что находится на острове Пальм-Джумейра. Существует мнение, что это самый большой аквапарк в мире, но это не так. После посещения аквапарка мы расскажем, какому именно он уступает по размерам и количеству аттракционов. В отеле есть бесплатный сервис подзарядки электрокаров. Еще один большой плюс. Когда в твоих глазах вижу свое отражение, улыбку радости и счастья, мгновенье. Беру тебя на руки и прижимаю к себе. Ты дочь моя, я благодарен судьбе. Ведь это так классно быть твоим папкой, пытаться делать жизнь твою сказкой, дарить тебе радость, заботу, тепло. Ты есть у меня, и мне так повезло. Быть всегда рядом с тобой. Я есть у тебя, и все страхи долой. Учись доверять и всегда будь честна, ведь ты у меня такая одна. Ты быстро взрослеешь, растешь на глазах, мечтаешь летать, бывать в разных местах. Ставь цели на карте и осуществляй. Тебя ждут путешествия, сегодня Дубай.
Друзья, входные билеты в этот аквапарк, а также другие активности, посещаемые нами в Эмиратах, мы забронировали через компанию Туристина Дубай. Удобная поддержка, любой способ оплаты и, самое главное, цены ниже, чем на кассе. Ссылка в описании к видео. Носочки, мы можем взять себе их по размеру, и тогда ногам не будет горячо. Мы готовы! Вот теперь точно готовы. Весело как! А тебе что, страшновато? Не волнуйся. Супер! Бурная река, пороги. Прикольно. Батя, рули! Ну, с ленивой рекой, порогами все понятно. Сейчас пойдем на какую-нибудь экстремальную горку. Окей. Смотри, как нужно. А? Ну что, как? Страшно! Ну классно? Ждем Мирку. Помни, ручки сложила, да? Держись. Теперь ложись, ложись и поехала. А вот и Мирка. Ну что, классно? Oh, thank you. Вон он прилетел. Я когда ехал, у меня ноги вылетают. Не бойся. Разве не весело? Почему не улыбаешься? Мирка, что с тобой? Вот если честно, спиной страшно, куда мы летим. Пойдем на вторую такой же. Давай. Пока не страшно, да, видишь? Я тебя держу. Смотри, пока мы едем очень хорошо. Опа! А вот мне спиной немножко жим-жим. Немножко очково, да? Очко немного жим-жим у того, кто едет спиной. Опа! Вот ты это водой дала. Я держу, все нормально. Опа! Прикольно. Темнота, темнота. Мне вода попала в рот, вода в рот попала. Иван, закрывай рот. Вообще не страшно, да? Я тебя держу, все нормально. Мирка, мы тебя держим. Не переживай. Пробили ногу, да, страшно. Мирка, молодец. Молодец, доча. Мы вас сделаем? Они нас делают, Мирусь. Догоняем их. Где они? Не видим. Ну что, не страшно же? Страшновато. Ну пока не сильно, да? Ох ты! Видели природу? Ой. Папа! Папа! О, какая классная горка! Офигенная горка! Фу. Полный рот воды!
Мы обходим их и обходим. Подожди, Гоча, мы проигрываем, подожди. Супер! Ah, we are win! You will buy a beer! Ага, мечтаю. Yes! Вот это крутяк! Классно! Кабацкая сила! Что ты уехал сейчас? Ну тут обогнал, сейчас сказать. Контент. Да. Это мы такое зумирование пришло. Нормально? Hello! Hello, how are you? Daddy's finger, where are you? А куда мы летим? Куда мы летим? Не знаю, не страшно. Решай, что будет потом. Надеюсь, ну пока очень медленно едем. Вот здесь, вау! Смотри себе, ништяк! Ой, не очень страшно, как так. Оу, класс! Классно! Офигительно! Мне показалось медленно, нет? Было немного. Кайф! Кайф же, Мирка? Конечно. Давай пятюню. Пятюню давай. О, молодец. Все, конечно, мы, побывав здесь, не можем не искупаться в местном море. Олег, это какое море? По-моему, Аравийское, да? По-моему, Аравийское море. Аравийский полуостров точно? Ну, наверное, это Аравийское море. Если вдруг это не так, мы... Тимык это плавает. Если вдруг это не так, мы напишем вам точную информацию. Хорошо. Да, вода, ну не как в Мертвом море, но я думаю, градусов 34-35 вода точно. Аквапарк однозначно лучший из тех, в которых каждому из нас довелось побывать. Но тот, что находится в Гуанчжоу, Китай, наверное, круче, потому что он и по площади больше, и по количеству горок. Еще по всей территории аквапарка курсируют вот такие вот гольф-кары. Довольно-таки часто. И можно доехать до любой интересующей локации. Это удобно, потому что территория парка совсем не маленькая, и гулять по нему пешком устаешь. Девчонки, классный день провели? Понравилось вам? Ну, супер. А тебе понравилось, мальчишка? Очень. Я в восторге. Да, и для посетителей аквапарка предусмотрена бесплатная парковка, где можно оставить авто и на вот таких автобусах доехать непосредственно до входа в сам аквапарк. Курсируют они каждые 15 или 20 минут. Мы здесь пока одни. Водитель сказал, еще 10 минут ждем и едем на парковку. Друзья, мы с Олегом участвуем в бёрпи челлендже. 100 дней, каждый день 100 бёрпи. Сегодня день 62. Погнали! Позвольте поделиться с вами одной личной историей. Мои самостоятельные путешествия начались в 2011 году с замечательной страны под названием Сингапур. На тот момент сингапурское колесо обозрения являлось самым высоким в мире. И я, естественно, не отказал себе в удовольствии прокатиться на нем. В 2014 году в Лас-Вегасе было открыто колесо High Roller, которое теснило сингапурское на второе место. В 2015 году я был в Вегасе и снова прокатился на самом высоком колесе обозрения в мире.
Но в 2021 году запустили Око Дубая. И тут я должен был сказать, ну что, самое время прокатиться на самом высоком колесе обозрения в мире в 3-й раз, и такой таймлапс по кругу. Но с марта 2022 года вот эта 250-метровая махина находится на реконструкции. Точные причины закрытия, как и дата повторного открытия, не были озвучены. Так что я катался на самом высоком колесе обозрения в мире из ныне действующих. Но это пока замороженная декорация красивого современного города. Зато рядом с застывшим колесом недавно открылся ресторан «Франк», где мы встретились за ужином с моими давними хорошими знакомыми, а после чего вернулись в гостиницу, чтобы скоротать вечер с тем самым Жекой, которого мы добросили до Дубая. Как уже было озвучено ранее, в стране есть определенные проблемы с продажей алкоголя. Но ввоз бухла в страну никто не запрещал. Cheers. Ой. Да ты спишь еще? Пить. Зашибись. Хоть убрались вчера. Походу Олег убирался. О, с вискариком. О, машина. Олег, походу ты за рулем сегодня. Юху, наконец-то! Чё? О, ты что, готов уже? Пока. Лёд, ты куда? Не понял. Так, а Мирка спит? Мирка, спишь? Спит. Алло, кто кормить-то будет? Кто кормить детей-то будет? Блин, собираться. Олег! Оу! Где он, блин? Блин, уехал, что ли? А, вот он. Ты куда погнал? Кто хочется погонять? Слушай, ну девчонок собирать же надо, там все дела. Сам, я погоняю немножко, возьми мне еды. Да погоди, ты чё? Зашибись. Excuse me, can I get hot water, please, inside? Just give me 1 minute. Oh, thank you. Поесть, говорит, что-нибудь купи. Сейчас все сделаем. Будет тебе поесть, гончик.
Да поострее будет. Вот так вот все туда высыпем. Все приправки. Что такое? А, вот. Ну что, поели, девчонки? Да. Папа, ты позвонил Олегу? Ну, конечно, позвонил, сейчас подъедет. Мы еды ему сделали. Где Олежка? Вон она едет. Вижу. Залазьте. Грузитесь. Грузитесь, пристегивайтесь. Ну что, накатался гонщик? Да, в кайф, потому что когда я выехал, не было пробок. Сейчас они уже есть, поэтому... Слушай, а где еда? Это что такое? Ну, еду из ресторана выносить нельзя. Окей. Бон аппетит. Спасибо. Как настроение, девчонки? Супер. У меня тоже. Включайте свои мультики. Это вкусно. В музее будущего, который был открыт в феврале 22 года. В целом интересно и познавательно, хоть ожидали немного большего. Стоит отметить, что без знания английского некоторые моменты будут непонятны. Внутри музей поделен на 5 уровней, где на каждом представлены какие-то фишки из будущего и технологии, которые уже существуют. Стоит ли тратить в районе 50 евро с человека на посещение, решать вам. В сезон, скорее всего, стоимость увеличится. Мы провели внутри 2,5 часа, больше всего удивил вот этот андроид. Hello, what is your name? My name is Annika. I'm a humanoid robot and I work for the Museum of the Future. Do you have any question for me? Please tell me something about this museum. Across 5 floors you can see, touch and shape our shared future. A journey from 2071 to the present, welcoming people of all ages to rethink today's world for the better. You know answer to every question. Which is worse? The agony of never getting the answer or living with an uncomfortable truth? Все сделали его собаку. Чтобы не кормить и не выгуливать. Смотри, робот-паук. Робот-цветок. А девочкам понравился вот этот уровень. В холле музея также есть робот, который готовит кофе. Типа лучше, да? Следующая наша локация – это место под названием Green Planet. Это что такое у вас на руках? Капибары? И, Мирки, у тебя тоже капибары? Их зовут Капи. И у меня, и у Миланки.
Ленивец с маленьким, смотри. Green Planet – это вертикальные джунгли, искусственно созданные внутри здания, позволяющие окунуться в экосистему тропического леса, не покидая города. Сам биокупол поделен на несколько уровней. А главной достопримечательностью является вот это 25-метровое дерево, которое считается самым большим искусственным деревом в мире. Выглядит, кстати, вполне натурально. Здесь мы встретили различных экзотических птиц и животных. Кто-то громко кричал на весь искусственный лес, создавая атмосферу реального. А кто-то просто спал. Некоторую живность можно даже потрогать, если, конечно, не брезгуете. I don't scare. Фу. Какая гадость. Как вы его трогаете? Один из обитателей крытого парка чуть не сожрал нашу камеру. Ознакомившись со всеми обитателями вечно зеленого комплекса, мы направились, наверное, в самую популярную туристическую достопримечательность страны. В Дубай-моле есть очень полезная услуга по поиску своего авто. Торговый центр просто огромный, и авто можно легко потерять. Ищем. Find my car. Вводим номер N24084. Ищем. Вот она наша точила. И указан тебе путь. Супер! Незадолго до поездки мне попались на глаза интересные цитаты про Дубай. Тогда это были просто слова. Но побывав здесь, я осознаю, насколько точно они отражают реальность. Дубай – это будущее, которое уже наступило. В Дубае возможно все, и этот город каждый день доказывает это. Дубай – это город, который не боится мечтать, а затем превращает свои мечты в реальность. Погружаясь в Дубай, ты открываешь для себя новый мир. Мир будущего. Только представьте, что менее полувека назад вот это все выглядело вот так. Далее мы попрощались с Теслой и на такси направились в столицу, потому что интересующие нас развлечения находятся именно там, и вылетать мы будем также из Абу-Даби. В Абу-Даби отель у нас поскромнее. Сейчас сделаем быстрый обзор. Вот, все будем в одной комнате. Но зато здесь есть свои плюшки. Это бесплатный шаттл во многие достопримечательности Абу-Даби. И также в аэропорт. Бассейн, спортзал здесь тоже есть. Так что... О, кто-то уже носки закинул. Зашибись. Папа, постирай называется. Так что на ближайшие 2 дня мы здесь. Отдых отдыхом, а бёрпи никто не отменял. Мы тут случайно обнаружили гигантский плюс нашего отеля. Здесь есть бар, где, не поверите, наливают разливное пиво. Опа! Пожалуй, останемся сегодня здесь. Ну, а пока что я вам чуть-чуть расскажу. Нам подарили игру в какой-то домик. Мы не знаем, что это, но дома уже будем разбираться. Еще нам подарили нам обоим маленький пенальчик. Ну, не маленький, если честно. Я сейчас покажу. Вот такой. Вот такой маленький пенальчик. Это можно повесить. Это брошка. Это открывается. Следующее. Здесь есть кармашек. И сейчас покажу, что там. Ну ладно, давайте вернемся к дегустации. Потом уже покажем вам остальные вещи. Блин, я боюсь, Милан. Можно ты первая? Не, вместе. Ну, Милана. Вместе. Ой, секунду.
Я одну достала. Это клубничный вкус. Пахнет клубничкой. Ага. Давайте пробовать. Вкусно. Напоминает жвачку. Капибара, 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 капибара. Капибара, 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 капибара. Капибара, 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 капибара. Утром после завтрака мы не стали ждать бесплатный автобус от отеля и на такси отправились на остров Яс, где провели, наверное, самый насыщенный день нашего и без того активного путешествия. Но обо всем по порядку. Первая наша локация на сегодня – это тематический парк SeaWorld, который в мае 2023 года был открыт здесь, на острове Яс в Абу-Даби. И, кстати, это первый SeaWorld за пределами США. Классный крытый парк внушительного размера. Поначалу мы даже пару раз заблудились. На входе можно взять карту, полезная опция. Также рекомендуем приезжать к открытию. Мы так и сделали и практически без очередей посетили все аттракционы. Правда, на самой крутой горке действует ограничение по росту, минимум 130 сантиметров. Мирка не прошла, но и, к моему счастью, особо не расстроилась. Зато Милана с удовольствием прокатилась 2 раза и просила еще. Это что за демон? Из подземного мира. Ты что за чудо такое, а, птичка? Девчонки, кто здесь? Большие. А это кто такие? Это которые большие, 2 тюленя, они вот такие размером. А, большие тюлени, да? Вон они. Ух ты, коричневые. Девчонки, что здесь такое? Дельфин. Ой, да блин, у меня уже в голове только дельфины. Это не мидии? Где ты здесь видишь? Несколько раз в день в тематическом парке проводят шоу дельфинов. Не пропустите, детей это точно порадует. А перед представлением посетителей развлекают вот эти ребята. Готовы? Да! На выходе с шоу девчонок ждало еще одно развлечение, полное новых радостных эмоций. Чтобы гладить капибару. Дочь, ты чего боишься, гладь? Я не боюсь, рыба! Почему всегда, когда я хочу по голове? Ты не делай так. Гладь, гладь. О, такой приятный. Ну что, запускаем наш аппарат? Да, запускаем. Поехали. Кстати, что касается дронов. Их в Эмираты сейчас категорически провозить нельзя. Мы это знали, с собой не взяли, и все не зря, потому что в аэропорту проверяется тщательно каждая сумка, ищут именно дроны. И мы слышали, что штраф за дрон $14 тысяч. А кадры, которые вы видели ранее, были отсняты мной в 2020 году. Тогда еще не было таких жестких ограничений. SeaWorld – это классное место, однозначно рекомендуем к посещению. И нам понравился, и девчонки в восторге. А ради экономии и времени, и средств мы забронировали билет в 2 парка за 1 день. И сейчас направляемся во второй. А здесь у нас включен вот такой комбо-обед. Бронируйте экскурсии через Туристина Дубай, и у вас будет ссылка в описании. Ну а мы в Ferrari World, парке, который имеет несколько мировых рекордов. Самый большой крытый тематический парк в мире, на крыше которого расположен крупнейший логотип Ferrari.
Также здесь находится самая быстрая горка, скорость на которой доходит до 240 км в час, но на момент нашего визита она временно не функционировала. И этот факт немного расстроил. Но затем мы узнали о еще одном рекорде аттракционного комплекса. Парк был открыт в 2010 году, а в феврале 2016 был запущен аттракцион «Летающие асы» с самой высокой мертвой петлей 52 метра, скорость на горке 120 км в час. Но здесь также действуют ограничения по росту, минимум 130 сантиметров. На этот раз мне удалось убедить администратора комплекса, и Мирке повесили на руку вот такой браслет, позволяющий ей проходить на любой аттракцион без замера роста. Вся дискуссия отняла у нас примерно 30 минут, но по итогу, помимо вышеупомянутой опции для Мирки, каждый из нас получил многоразовые купоны, благодаря которым мы проходили на все аттракционы без очереди. Вернемся к развлечению, где невозможно не орать. У меня впервые в жизни темнело в глазах, видимо от перегрузок. Это когда глаза открыты, но ничего не видно. За 1,5-километровый отрезок трассы я впадал в такое состояние дважды. Приходя в себя, смотрел на детей, которым было очень весело. В конце этого сумасшествия Милана прокричала: «Я еще хочу!» И мы все четверо пошли на второй заход. Вот этот аттракцион также достоин внимания, хоть и протяженность его всего 600 метров. Сначала вагонетка, подобно гоночному болиду, набирает скорость 100 км в час за 2,1 секунды, выстреливая вертикально вверх за пределы крыши комплекса. Затем в свободном падении возвращается назад, ощущения непередаваемые. Помимо экстремальных развлечений, в парке есть различные активности для детей любых возрастов. В плане организации и страховки все на уровне, так что можно не бояться за мелких, а им все это только в радость. Tell again our name. Your name is Kabam. And second one. За дополнительную плату в 60 дирхам, это примерно 15 евро, можно погонять на электрокартах. С обычными не сравнить, но ощущения интересные, можно даже подрифтить на поворотах. В общем, тематический парк определенно заслуживает внимания. С 2 часов дня до закрытия мы успели пообедать и посетить все аттракционы, а некоторые по 2 раза. После чего вернулись в отель, из последних сил сделали бёрпи, поужинали и, приняв вертикальное положение, все четверо мгновенно уснули. Доброе утро, мы в аэропорту, а это значит, что пора подводить итоги нашего папка-дочкиного трипа. В первую очередь отметим, что это был наш первый опыт выезда с детьми за границу, и с уверенностью скажем, что он удался. Подытожим бюджет. Каждому папе и дочке путешествие обошлось в 1725 евро. Если интересны подробности, нажмите на паузу прямо сейчас. Девчонки, а что вам понравилось больше всего? Мне понравился аквапарк и самая быстрая горка Феррари. Мне тоже, но еще шоу дельфинов. И мне. Здорово. Ну и главный вопрос, с папками поедете еще отдыхать? Да! Ну и по традиции цитата про путешествие. Самое замечательное в детстве – это способность видеть мир как огромную неисследованную страну, полную чудес. С нами весело и позитивно, познавательно и смешно. Так что вы скорее подпишитесь и нажмите на лайк заодно.